5 апреля 1722 года. Адмирал Якоб Роевен, исследуя Тихий океан, наткнулся на загадочный остров, впоследствии названный островом Пасхи. Восход солнца осветил бесплодный вулканический ландшафт, где из земли поднимались причудливые формы каменных статуй. Однако, что больше всего поразило Роевена, так это вид обитателей острова. Несколько тысяч человек, эмоционально и физически изможденных, казались постигнутыми неизбежной бедой. Остров, знаменитый своими колоссальными статуями, Моаи, был полон загадок, которые еще только предстояло разгадать. Каменные статуи высотой до 4 этажей, каждая из которых словно оживала от силы и высокого мастерства, вызывали у Роевена недоумение. Как жители такого удаленного и, кажется, изолированного места смогли построить такие гигантские сооружения без применения современных инструментов? Их блеклые лица и усталые глаза искали ответ, который оставался вне досягаемости. По мере исследования острова традиционная теория начала оформляться. Экологи и археологи спорили о том, что, возможно, экосистема острова была разрушена, а само строительство статуй привело к упадку цивилизации. Однако новые исследования вскоре стали бросать тень на эту версию. Некоторые ученые начали подозревать, что статуи могли быть не памятниками, а проявлением некого тюремного комплекса, созданного для подавления и контроля. Статуи или Моаи вырезались из вулканического туфа в кальдере Рано-Рараку. Работа требовала невероятных усилий и стандартизированных методов. Эти статуи не только восхищали, но и шокировали. Лазерное сканирование показало их идеальную симметрию, что говорило о высоком уровне мастерства древних художников. Однако среди этого великолепия находились 397 незаконченных статуй. Самая большая из них, Эль-Гиганте, имела длину 21,6 метра и весила около 270 тонн. Как же жители острова перемещали такие массивные статуи без тягловых животных и деревьев? Это оставалось одной из самых больших загадок. Тур Хейердал, проведя эксперимент с 12-тонной статуей, заключил, что для транспортировки 80-тонных гигантов требовались 1000 людей. Исследователи, такие как чешский инженер Павел, предложили теорию кантования, которая ставила под сомнение многие устоявшиеся мнения. В 2011 году ученые Карл Липо и Терри Хант доказали эффективность метода кантования. Их исследования подтвердили устные предания рапануйцев, что этот способ был не только реальным, но и культурно значимым для островной жизни. История острова Пасхи была полна конфликтов. Устные предания рапануйцев подробно описывали гражданскую войну между двумя группами – длинноухими и короткоухими. Длинноухие, правящая элита, жрецы, держали в своих руках бразды власти. Короткоухие, работяги острова, в конечном итоге подняли восстание, приведшее к почти полному уничтожению длинноухих. Остатки длинноухих укрылись на полуострове Поики. Битва разгорелась со страшной силой. Короткоухие заполнили ров хворостом и сухой травой, подожгли его. Последние жрецы длинноухих были сброшены в огонь, и остров оказался на краю гибели, курсируя между дьявольской жестокостью и страхом. В 1960-х годах археологи, роя в земле, столкнулись с жуткой находкой. Под слоем почвы зарыты были массовые останки сожженных людей. Радиоуглеродный анализ показал, что сожжение произошло около 1680 года нашей эры, совпадая с легендами местных жителей. Это открытие подтвердило ужасные события, о которых говорили старцы, происходившие на острове многие века назад. Анализ ДНК останков людей двух различных генетических популяций. Одна из них могла быть аристократической элитой длинноухих, что заставляло задуматься о том, насколько глубок был раскол общества. Это указывало на более сложные слои конфликта и борьбы за власть на острове. Война могла быть не только борьбой за власть, но и религиозным расколом. Старые боги и каменные идолы переставали восприниматься как символы, и после войны началась новая эпоха. Хури-Маи, время свержения статуй.
Статуи, некогда почитаемые, стали объектами ненависти. Короткоухие начали подкапывать основания статуй, разбивая им шеи и выламывая глаза. Этот акт ритуального осквернения стал символом новой эры, агрессии и отторжения культа предков. Георадарные исследования вскрыли сеть искусственных туннелей под статуями, что добавляло еще больше загадок к истории острова. Укрепленные каменной кладкой туннели стали местами ритуальной деятельности, где нашли следы насильственной смерти и жестокости. Сейсмографы фиксировали постоянный низкочастотный гул в диапазоне от 8 до 12 Гц. Это зловещее звучание вызывало тревогу и дезориентацию, подтверждая, что под землей не все было так просто. Возможная теория о том, что Моаи не были просто памятниками, а частью системы сдерживания, привлекла внимание геологов, физиков и археологов. Статуи могли быть стратегически размещены для контроля над непонятными аномалиями под поверхностью. Отчеты о находках улучшаемых камер с глифами на основаниях Моаи дополнили картину. Некоторые геологи предположили, что эти камеры могли высвобождать некую энергию или, возможно, удерживать что-то древнее и опасное. Хотя Моаи часто воспринимались как простые статуи, изучение показало, что они могли выступать как пробки, придерживающие опасные силы, скрывающиеся под землей. Когда сдерживающие функции этих статуй перестанут выполнять свою роль, народ Рапа-Нуи мог обратиться к человеческим жертвам в надежде укрепить печати, но и это не сработало. С наступлением молчания различные силы стали окутывать остров веками. Аномальная активность под землей оставляла следы теплоты и вибраций. Некоторые статуи рухнули, нарушив старые структуры. И вопрос о том, что произойдет, если таких статуй станет слишком много, оставался неопределенным. Резкое прекращение строительства Моаи стало для многих загадкой. Археологи нашли незавершенные статуи и брошенные инструменты, однако практические причины, казалось, не могли объяснить этот поворот. Это порождало новые вопросы и теории. Раскопки выдали символы красной охры на полувырезанных статуях, знаки проклятия. Тайник с разбитыми идолами указывал на полный отказ от веры и демонстрировал духовные изменения, которые повлияли на культуру народа. Петроглифы позднее отражали хаос и страх. Каменные статуи, некогда служащие культовыми объектами, внезапно превратились в символы ужаса. Устные предания стали свидетельствовать о сердитых майи, которых исход дал не только плоды творчества, но и страх перед потерей контроля. В конце концов, культура раскололась. Культ предков уступил место культу человека-птицы. Ритуалы переместились в пещеры и к скалам, где статуи были оставлены на волю стихии, как свидетельство нации, потерявшей свою идентичность. Остров Пасхи, некогда процветающий, стал символом разрушенных надежд и напоминанием о силе природы и человеческих страстей. Он открыл нечто опасное для своих жителей, заставив задуматься о том, как одно оружие подавляет другое, и как история может переписываться в пугающей тишине. Вопрос остается: что же было найдено под эгидой Моаи? И какие загадки еще скрывает этот потерянный уголок мира? История острова Пасхи является предостережением о том, как человеческие амбиции и религиозные верования могут привести к самоуничтожению. Со временем рапануйцы поняли, что статуи, которые когда-то были объектами поклонения, теперь стали символами их утраты. Это осознание побудило новое поколение исследователей более глубоко вникнуть в изучение корней культуры островитян, ведь подобные ошибки в прошлом могут повториться в будущем на других островах и в странах. В новых условиях жизни на острове Пасхи возникли альтернативные способы самовыражения. После развала культа Моаи рапануйцы обратили свой взгляд на природу, создав альтернативные ритуалы, которые фокусировались на гармонии с окружающим миром. Эта новая философия позволила им адаптироваться к изменениям и, возможно, заложила основы для следующего этапа острова взаимопонимания и единства среди островитян. Статуи остались, хоть и заброшенные, как немые свидетели нашей общей истории.
Их колоссальные формы, испорченные и измененные, стали привлекать внимание туристов и ученых со всего мира. Сегодня их изучение стало не только попыткой разгадать загадки прошлого, но и желанием понять, как можно избежать ошибок, которые были допущены ранее. Остров Пасхи стал своеобразным мемориалом, символизирующим не только потери, но и уроки, которые следует усвоить. Глядя на эти тяжелые каменные лица, мы понимаем, что смеемся над ними, осуждая их судьбу, и тем не менее черпаем вдохновение в их стойкости. Остров Пасхи неумолимо указывает на необходимость бережного отношения к окружающей среде и сохранения культурного наследия. Возможно, именно так он будет жить дальше, передавая послание будущим поколениям о том, что даже самые мощные статуи не заменят ценные связи между людьми и природой. Сейчас, когда остров вновь привлекает исследователей и туристов, стоит вопрос, что мы можем узнать, обретая связь с его историей? Является ли остров Пасхи просто памятником, навязывающим слезы? Или, быть может, он живая летопись о борьбе, выживании и надежде? Важность изучения его наследия становится ясной. Понимание истории острова Пасхи может стать основой для построения более светлого и устойчивого будущего для всех, кто готов обратиться к урокам прошлого.